Всем привет, меня зовут Вика. Давайте посмотрим новый расклад Таро для мужчин. Какой же выбор вас ждет? Как всегда, настраивайтесь на расклад. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями и смотрим, в каких энергиях вы пребываете. Так. Ох, какое бойцовское настроение у вас в отношении, я так подозреваю, вашей бывшей женщины. Да, это скорее всего разрыв, развод у вас падает. Но вот злость, еще агрессия какая-то и обида осталась, это однозначно. Сейчас вы с ней находитесь на расстоянии, причем женщина, которую у некоторых может проигрываться, вы до сих пор еще любите. Вот такая дилемма получается. С одной стороны расстались, да, уже не вместе, куча гадостей сказано и сделано, но все равно из сердца вы ее не вырвете. Вот до сих пор у вас однозначно падает любовь. Причем, смотрите, вы такой человек, который вы вообще, живете, дышите только ради кого-то. Вот вы абсолютно не эгоистичный человек. Вы по жизни, вы привыкли, что вам нужно жить для кого-то, для детей, там, для любимой женщины, там, для родителей. Но себя как-то вот вы ставите на последнее место. Это опять же я уже как-то рассказывала в своих видео, что это величайшая ошибка. Нужно хоть, немножечко, хоть кусочек счастья, но себе тоже дарить. Нужно себя любить. Не хочется повторяться очень часто, да, потому что, я понимаю, что и новые подписчики, новые гости канала, но все же это такая больная тема, которую, я не могу выпустить. Говорю очень коротко, да, потому что, кто не знает, у меня такие расклады с психологическим немного уклоном. Смотрите, ребят, когда вы любите женщину, да, хочется постоянно вкладываться, хочется, я не знаю, с утра до ночи задаривать, залюбливать ее, но забываете про себя. И очень часто женщина к этому привыкает и просто начинает борзеть и не воспринимать ни вашу любовь, ни вашу доброту. Потом бывает очень больно после такого. Поэтому я всегда призываю, что да, любить, кружить, задаривать, это все замечательно, но должно быть немного дозировано. Нужно даже с любимой женщиной уметь говорить слово «нет». Нужно даже с любимой женщиной иногда проявить свой характер. Я не говорю, что нужно кричать, ругаться и так далее. Просто дайте понять, что вы тоже человек, что у вас тоже есть какое-то личное пространство, что у вас есть какие-то желания. Вам в конце концов тоже хочется, может быть, где-то с друзьями посидеть там какой-то часок-другой. То есть нужно разграничивать, да, вот она, наш мир вот вдвоем и мой мир. И женщина это должна понимать. И тогда она вот эти ваши все подарки, вот ваши там цветы, я не знаю, задаривания, все что угодно, она будет по-другому воспринимать. Она это будет вот ждать как праздника какого-то. А когда она знает, что вот и сегодня, и завтра, и послезавтра вы будете то-то, то-то и то-то для нее делать, да? Вы в любой момент сорветесь, все бросите там и побежите. К этому очень быстро привыкает, потому что, человек так устроен, наша психика так устроена, что человек быстро привыкает и к плохому, и к хорошему, к сожалению. Поэтому дозируйте, дозируйте. А вы такой человек, я вот смотрю даже по раскладу, если бы у вас сейчас появилась вот новая женщина, она у вас появится, вот то, что я вижу, и, кстати, не одна, сейчас мы об этом поговорим, вы все так же будете задаривать и кружить. Понятно, что в меру своих возможностей, но вы будете до последнего, до последней своей клеточки отдаваться. Забывая о том, что все должно быть взаимно в конце концов. Отдача, получение, это все должно быть взаимно. Смотрите, вот вы настолько такой человек, в душе сейчас, конечно, вам очень одиноко. У некоторых может проигрываться, что у вас появились там знакомства, романы какие-то уже начинают появляться, да? Но я не вижу, чтобы ваша душа пела, я не вижу того, чтобы у вас жизнь заиграла новыми красками. Я не вижу вот этих вот
знаете, таких эмоций, адреналина какого-то, когда хочется мчаться, да, к любимой женщине, горы сворачивать. Вот на данный момент я этого не вижу. Да, есть некоторые там дамы, которые вам нравятся, у кого-то может проигрываться начало только новых отношений, вот то, что вы пытаетесь знакомиться. Но вот чтоб сердце ёкало так, я пока не вижу. Смотрите, вокруг вас, в принципе, охотниц полно. Вы женщинам нравитесь. Ну, я не знаю, кто-то замечает это, кто-то нет. Но женщинам вы нравитесь. Причем женщинам разных категорий, разных возрастов. И помоложе, и постарше. Но опять же, вот женщины, они очень хорошо чувствуют мужчин. Чувствуют настолько вот, скорее, интуитивно, да? Чувствует, насколько мужчина открыт для новых отношений, насколько мужчина готов к новым отношениям. Пока я вот не вижу на данный момент, чтобы вы были готовы. Да, хочется новую, да, хочется любви, но вот такой прям открытости вот я пока не вижу. Да, острая нехватка любви есть, конечно, вот этот ваш любимый диагноз, который я поставила вам. Но вот такой, знаете, какой-то открытости, эйфории даже от тех женщин, с которыми вы общаетесь, я пока не вижу. Напишите в комментариях, есть такой момент или нет. Так, что же будет дальше? Что за выбор вас ждет? Что же за выбор? Так. Вот на какой-то период я бы сказала, что вы вот поставили свою личную жизнь на паузу. У вас как-то вот последнее время больше с мужчинами вы общаетесь. Причем особенно вот после разрыва, вот как-то ваш круг общения был больше мужским, понятно. На женщин как-то особо не обращали внимания. Смотрите, через какое-то время, но это будет не ближайшее время, чуть попозже, потому что вам еще надо отойти от вот этого состояния, ну, немного быть внутренне готовы к новым отношениям, расположить к себе женщин. В вашей жизни появится новая женщина, новое знакомство. Это будет совершенно новая дама. Скорее всего, она такая, либо шатенка, темноволосая, кстати, даже рыжеволосая может быть, довольно красивая такая женщина, ухоженная, очень такая уверенная в себе, женщина, которая знает, чего она хочет по жизни. То есть это не какая-то серая мышка-замухрышка, нет, ни в коем случае. Так, что будет дальше с этой женщиной? Вы как-то так, знаете, познакомитесь вот налегке. Вот интересно, вот у нас сейчас выборы нарисуется, я уже вижу. Барабанная дробь. Так, провалидольтесь и будем смотреть дальше. Смотрите, вот вы как-то так познакомитесь, вообще будет это спонтанное знакомство. Ну, смотрите, к примеру, вот, да, я абсолютно утрирую, просто говорю к примеру, чтобы вы поняли, как это будет происходить. Допустим, там, я не знаю, вы стоите в очереди в магазин, да, либо там в аптеку, куда угодно. И просто в очереди, либо же в транспорте. Просто, знаете, вот слово за слово там с человеком, который рядом стоит, либо сидит. Просто начали о жизни, о том, о сём как-то, да, вот. И так оно закрутилось, завертелось. Вот в таком плане я имею в виду. То есть это будет настолько такое неожиданное, спонтанное вообще знакомство, но причем оно очень вам понравится. Но опять же, и рядом вот у нас идут вот эти вот страхи. Вот из расклада в расклад идут страхи, могут даже комплексы у некоторых проигрываться. Страхи, что вас оставят, страхи, что не получится, вот страхи любовного треугольника могут быть. То есть у всех будут по-разному. Понятно, что страхов довольно много. Но я думаю, вы справитесь с ними. Вот все-таки вы сильная личность, вы справитесь с этими страхами, потому что ну уж очень сильно вам понравится эта женщина. Далее. Смотрите, ну, чуть ли не одновременно, да, я не говорю, что в один день,
у вас на горизонте появится еще одна женщина. Но вот она будет совершенно другого типажа. У вас станет выбор, с кем же быть из этих двух женщин. Вот две женщины, да. Одна вот первая, вот о которой я говорила, более такая она будет мягкая. Она более покладистая, хотя довольно уверенная в себе. Другая женщина, она скорее такая эмоционально холодная, она более сдержанная. Вот таких женщин точно побаиваются мужчины, потому что у нее даже на лице написано, вот знаете, вот ходят женщины довольно часто, даже по улице, с таким выражением лица: «Не подходи, убью». Такие угрюмые, сердитые, да, хоть в душе, может быть, она там, я не знаю, божий одуванчик. Но вот такое выражение лица, что, ну, кто же к ней подойдет, да? Вот эта женщина вот такого склада, она грозная с виду, она строгая с виду, но она тоже, ну, настолько она будет вот чем-то таким, вот знаете, какими-то, ну, реально, как флюидами, она тоже настолько вам понравится. Вот скорее, знаете, мне идет почему-то такая информация, что, ну, она будет вот как восточные красавицы, да, такая вот восточная красотка. Темноглазая, темноволосая, такая вот уверенная в себе. То есть, ну, они, в принципе, обе уверенные в себе такие. Но вот первая, о которой я говорила, она, конечно, помягче будет. У вас станет выбор, кого из них выбрать, потому что, в принципе, вам две женщины появятся. То есть это не будет два романа одновременно, это будет, ну так, одно за другим знакомство. И обе женщины вам понравятся, то есть вы начнете с одной общаться. Я не говорю, что это там интим и так далее. Это будет общение, ну как бы сначала это будет общение на два фронта, ну платоническое такое. Так, давайте-ка посмотрим, что же будет дальше. Вот это вы Казанова, конечно. Гарем будете заводить. Что будет дальше? Смотрите, у вас будет выбор, но вот вы будете выбирать сердцем и душой. Вы все равно будете прислушиваться к себе. Потому что, да, вам две женщины будут нравиться, но все равно вы будете и анализировать, вы будете прислушиваться и к своему сердцу, к душе, кто вам больше нравится. С кем вам комфортнее, с кем, вот знаете, бывает, познакомишься с человеком, и такое ощущение, что ты его всю жизнь ждал. Вернее, не ждал, а знал, господи, уже заговариваюсь. Знаете, вот бывает, общаешься с человеком, и настолько все легко и просто. Вот просто на одной волне. Вот разговор, ну так течет, вот, ну как по накатанной, да, вот, ну настолько тебе комфортно даже просто разговаривать с человеком, хотя это может быть даже первый разговор. Вот вы будете прислушиваться к себе, вот даже интуицию, я бы сказала, что вы включите. Я не буду говорить, кого вы выберете. Я не хочу никого программировать, да, потому что вас много, я одна, я не могу всем программу ставить. Но вы будете в какой-то период так немного в растерянности, потому что нравятся две. Обе вроде бы хорошие, да, хоть и какая-то небольшая холодность, сдержанность у обеих присутствует, но вы будете вот реально по сердцу. У вас, посмотрите, у вас все равно вы выбираете сердцем и душой. Для вас важна любовь. Вы не можете без любви. Вот вы такой человек, что вы не будете, ну даже, я не знаю, даже вот налево-направо прыгать, да, просто вот без чувств. Вам надо даже, чтобы интим у вас был, вам надо, ну, хотя бы влюбиться в женщину. А выбирать, тем более для отношений, ну, без любви вы однозначно не будете выбирать. Вы скорее один останетесь, но без чувств вы не будете просто так в отношениях. Поэтому, ребята, перед вами дилемма станет, кого же выбрать. Две нравятся. А кого вы выберете? Смотрите, у вас даже вот еще, боже, ребят, что творится? После вашего такого одиночества, затишья, у вас вот даже еще третья будет претендентка, но мы сейчас об этом не будем говорить. Ну, это немного другая история будет. Эта женщина уже, она, ну как сказать, она будет так в сторонке стоять.
Она может быть и коллегой, это может быть какая-то там влюбленная соседка, знакомая, даже, кстати, жена друга может проигрываться. Ну, то есть вот эту женщину, третья, которая вы знаете. Но сейчас, вот, вернее, не сейчас, это в будущем будет, перед вами станет первонаперво дилемма выбора между двух. То есть вы будете находиться как между двух огней. И кого вы выберете, какой огонек вы выберете, с тем вы и будете. Причем это будут отношения любовные, отношения страстные. Это не временная такая пассия будет. Ну а уже что будет с третьей, это уже будет совсем другая история. Но я думаю, у вас падает любовь, поэтому я думаю, третью вы так мягенько, культурненько отошьете. Вот такой был расклад. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями. И всем пока!